Всем привет! В сентябре 2019 года на высокогорном озере в Бриджтоне, в штате Мэн, был обнаружен мертвый белоголовый орлан, который плавал в озере головой вниз. Рядом с ним также плавал маленький мертвый птенец Гагары. Однако не сразу стало ясно, кто убил белоголового орлана. В Америке убийство белоголового орлана является уголовным преступлением, за которое предусмотрено максимальное наказание в 1 год тюрьмы и штраф в размере $100 000. Поэтому егерь, подобравший мертвого орлана, принес мертвую птицу в ближайшую ветеринарную больницу для рентгенографии, чтобы проверить, был ли он застрелен. После многомесячного расследования представители Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн считают, что другая птица совершила смертельный укол клювом и убила белоголового орлана. Вау, такая была реакция биолога Даниэль Даурия из Департамента внутреннего рыболовства и дикой природы штата Мэн на смерть белоголового орлана. Даурия сказала, что орлан был заколот в сердце, когда его нашли в озере Бриджтон. Каякер обнаружил, что орлан плавает головой вниз, и вызвал егерей, чтобы убрать его. Власти посчитали, что орлан был застрелен, но несколько месяцев спустя при ближайшем рассмотрении во время вскрытия в лаборатории в Нью-Гэмпшире рентген опроверг эту теорию. Рентген показал, что в орлане нет свинца. «Нет доказательств того, что его застрелили», — сказала Даурия. Вместо этого исследователи сосредоточились на изучении того, что было больше похоже на колотую рану. Это привело к гипотезе, что настоящим виновником смерти была Гагара. Конечно, люди в лаборатории сделали все, и их выводы соответствовали тому, что мы подозревали, сказала Даурия. Она подозревала, что взрослая Гагара заколола хищника, возможно, в попытке защитить своего птенца, написала она в блоге. Лучшим оружием Гагары является ее кинжалоподобный клюв, и она часто им атакует противника, поднимаясь с поверхности воды и направляя свой клюв прямо к грудине или грудной клетке другой Гагары. Гагары известны тем, что они плавают в водоемах и совершают знаковые выпады. Они также известны биологам тем, что способны атаковать при появлении соответствующего запроса. Даурия сказала, что весной птицы могут быть территориальными и нападать друг на друга, из-за чего у некоторых гагар на их грудине имеются характерные отметины от клювов. Известно также, что они выскакивают из воды и нацеливают свои острые клювы в других птиц, которые иногда охотятся на их птенцов, как это было в Бриджтоне, где возле орлана был найден мертвый птенец Гагары с отметинами от когтей. Они действительно красивые и спокойные животные, но они способны защитить себя и быть агрессивными по отношению к другим, объяснила Даурия. Колотая рана в груди орлана была сопоставима с размером клюва Гагары. Он зашел прямо в сердце орлана, что говорит о том, что хищная птица погибла быстро, сказала она. Кроме того, на теле птенца Гагары были колотые следы, которые соответствовали когтям орлана. Во время смертельного нападения не было никаких свидетелей среди людей, но женщина по соседству рассказала, что в ту ночь слышала громкий шум у озера. Насколько мы понимаем, это первый раз, когда было задокументировано, как кто-то убил орлана, довольно грозного хищника. Вот почему это было довольно увлекательно, сказала Даурия. Гагара входит в десятку самых опасных птиц для человека. В описании вы найдете ссылку на этот материал. На этом все. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. Всем пока!